Друзья, привет! Если меня слышно, видно, все окей, все нормально, поставьте какой-то знак в чат, и мы будем начинать. Тем временем напоминаю, кто новый, формат подобных вебинаров вопрос-ответ. Следующий. У меня есть, собственно, вот так видно, вопросы заданы через форму в чате школы. Вот, я отвечаю в первую очередь на вопросы из формы, во вторую очередь на вопросы из чата. Так, окей. Я надеюсь, меня слышно. Никто так и не поставил. Раз, раз, раз. Вроде бы слышно. Так, поехали. Вопрос первый. Так, сейчас, а ну-ка дайте мне одну секундочку. Так, все, плюс есть. Окей, поехали. Вопрос первый. До войны рекламный аккаунт был настроен на показы для максимальной конверсии. С началом войны рекламу остановили. В связи с тем, что сайт был на российском хостинге, попали под санкции. Полгода перетягивали сайт на украинский хостинг. Все URL остались прежние. Включили рекламу в начале, немного пошли показы, дальше меньше. Сейчас наша реклама практически не показывается. 6 кликов в неделю. Делать новый аккаунт или редактировать старый. Почему такой провал? Причин, почему такой провал, может быть сотня, на самом деле, начиная от просто появились конкуренты, то есть появилась какая-то конкуренция, появились другие игроки, и заканчивая банальным в старой компании что-то не так настроено. И я советую в этом же аккаунте создать новую компанию, вот четко следуя рекомендациям из курса «Магия Google», создать новую компанию, и на ней уже смотреть. Вот. Кроме того, напоминаю, в пятом модуле есть отдельный урок, который называется «Траблшутинг», в котором как раз рассматривается, как пошагово обнаружить причину отсутствия показов. Так, дальше, Евгений. Чем таргетирована реклама в Facebook, в частности, Instagram, лучше или хуже Google рекламы в плане рекламного инструмента? Понимаю, вопрос общий. По сути, нет плохих рекламных инструментов, а дело скорее в неверной стратегии. Но все же, по вашему опыту, что такое есть у Facebook и Instagram, чего нет у Google и наоборот? По скрипту. Игорь, вы лучший. Спасибо, Евгений. Ну, тут, знаете, как представьте спросить у, там, не знаю, у рабочего сказать: "А ты что больше любишь, плоскогубцы или молоток?" Что лучше, плоскогубцы или молоток? Ну, типа, если гвозди забивать, плоскогубцами неудобно. Ну и молотком болты особо не пораскручиваешь и не пожимаешь ничего. То есть это правильно, это рекламные инструменты. А касательно того, значит, как бы я вот для себя охарактеризовал. Facebook, Instagram — отличные рекламные инструменты, когда речь идет о продаже на низкий чек, о простых каких-то действиях, подписка, регистрация, то есть что-то, что не требует больших обдумываний, мыслей. Вот увидел, типа, листаешь ленту, увидел какой-то прикольный, там, не знаю, игрушку, взял, заказал ее. Дальше листаешь ленту, увидел там услугу какую-то, например, там стрижка или там для женщин, колорирование какое-то, взял, заказал. То есть Facebook, Instagram круто работает. Почему? Потому что Facebook, Instagram — это реклама в развлекательных социальных сетях. То есть люди скроллят ленту, не развлекаются, они скроллят ленту и там что-нибудь интересненькое. Вот. Если мы говорим о Google в целом, то там совсем другие рекламные намерения. В Google поиске люди идут с целью найти, то есть фокус совсем другой. Фокус не расслабиться, поскроллить ленту перед сном, а фокус именно найти информацию. Если мы говорим про YouTube, там тоже фокус другой. Люди приходят в YouTube для того, чтобы или обучаться, или развлекаться, но для того, чтобы сосредоточенно, сфокусированно смотреть видео. Соответственно, их уровень внимания, уровень фокуса намного выше, и информацию, которую вы им можете передать через свою рекламу в YouTube, намного больше, то есть вы намного сильнее можете смотивировать их к покупке. Вот. Поэтому я считаю, в принципе, на
для любого проекта, который уже вышел со стадии теста на стадию роста, необходимо использовать все каналы рекламы. И если это за рубежом, и LinkedIn даже, и Twitter, и Reddit реклама, и там и Outbrain есть, Criteo, все что угодно, все, что может давать трафик, может давать людей. Так, дубль вопроса. Ага, то же самое. Окей. Тетяна. Доброго дня, Ігор. В моєму інтернет-магазині всі товари підписані по типу жіноча сумка Вікторія Бежева. Перше запитання: чи потрібно розписувати в назві більше інформації? Наприклад, жіноча сумка через плече з екошкіра Вікторія бежевого кольору. Якщо ви будете використовувати рекламу на основі фіда, наприклад, шопінг чи Performance Max, то вам необхідно дійсно як можна більш детально це розписати. Ну, тому що як буде Google розуміти, що у вас там за сумка, коли людина там шукає. Сумка шкіряна через плече. Тільки через ваш фід. Треба. Питання, відповідь. Друге питання: чи впливає назва товара на роботу рекламної кампанії по Max чи Google Shopping? Впливає. І назва, і опис впливає. Третє запитання: чи потрібно назву Вікторія додавати в мінус слова? Чим далі вивчаю інформацію, тим більше схиляється думка, що це погана ідея давати назви моделям сумок. Що ви скажете? Ну так, я в сфері моди сумок не працював, але, мабуть, я б слово якщо сумка має ім'я людини, то, мабуть, да, мінус слово. Тобто, мені здається, так. Ну, знову ж таки, дивіться, якщо ви не велика, а якщо ви впізнаваний бренд. От е, була комедійна така ситуація, але вона дуже крута. Мебельна компанія, вони назвали свій диван Геннадій. Можете загуглити. Диван Геннадій. І якби цей диван так і знали. Диван Геннадій. Його так і гуглили, купляли, такий кутовий диван. Тому якщо ви маєте впізнаваність, то це нормально. Але якщо впізнаваності ніякої немає, то краще прибрати. Так. Владимир, Игорь, доброго дня. Спасибо за курсы как азбука. Привитие классных навыков мышления. Спасибо вам за отзыв. С апреля 23 увеличил продажи с сайта и OLX примерно в 2 раза. Супер, класс. На одну вложенную гривну получаем 2,5-3. Великолепно. Вопрос. По автозапчастям работаю в шопинге на ручных ставках. 4500 артикулов. Разных по стоимости и назначению. Все сегментировано по брендам и ценам. Конверсий более 500. Хотел попробовать автоматические стратегии, но ад предоставляет возможность только перехода целевая рентабельность инвестиций в рекламу. Получается, что в шопинге нет такой возможности. Ну, по сути, целевая рентабельность инвестиций в рекламе есть автостратегия, когда вы сообщаете в Google информацию о том, сколько денег вы заработали. А, И Google на основании этого пытается найти для вас лучших потребителей. Но прежде чем это делать, у меня к вам другой совет. Вы пишете автозапчасти. Обычно в этой сфере, насколько я ее знаю, есть низкомаржинальные товары, которые просто для ассортимента, на которых заработок мелочный. А есть высокомаржинальные товары, где вы за каждую позицию нормально денег зарабатываете. Я бы посоветовал начать с разбивки фида на 3 части. Этот же фид просто добавьте, у вас там есть одна из строчек, метка продавца называется. Вот добавьте туда метки. Ну, то есть отсортируйте товары по маржинальности, вы же знаете, почем вы их покупаете. И создайте низкомаржинальные, среднемаржинальные, высокомаржинальные товары. 3 метки. И потом в Google Ads вы сможете в одну группу выводить товары, только, например, это высокомаржинальная, тут ставка побольше, все побольше, это среднемаржинальная, это низкомаржинальная. Вот. Второй вопрос. Делаю сайт на Хорошопе по сантехническим товарам. Обратился в 2 рекламные агентства по настройкам Google Аналитики, и они тут же предложили настроить PMax. Я помню, что вы неоднократно говорили, что Performance не дает прямых продаж. Они утверждают, что настраивают как близкий вариант к шопингу, а не к... Да, совершенно верно. У PMax есть второй формат работы. Это работа как шопинг, то есть через загрузку фида данных. Такая реклама будет работать. Вот. То есть, да, действительно, не как медийную ее настраивать, а настраивать через фид.
У нас есть к курсу "Магия Google 4.0" от Александра Вайнрауха бонусный модуль про Google Shopping. Там эта информация есть про Performance Max. Тогда да, тогда будет работать, все верно. Так, Султан. В ваших уроках по быстрому запуску рекламной кампании есть ценный совет, который подразумевает алгоритм по включению в основном нескольких ключевых слов для генерирования лидов по наиболее эффективному направлению бизнеса. На ваш взгляд, сколько конкретно должно быть ключевых слов или фраз, 3, 4, 5, чтобы бюджет вначале не распылялся, их должно быть немного, правильно? Да, все верно. Их должно быть ровно столько, чтобы вы позволили своим бюджетам покрыть хотя бы 80% показов каждого. То есть, грубо говоря, если у вас для начала бюджет $100, и вы добавите 100 ключевых слов, и каждому из которых просто не будет хватать денег, чтобы отпоказываться, они будут показываться по чуть. Это плохо. То есть, если у вас бюджет достаточный, вы можете многих ключевых слов. Но обычно, если бюджет небольшой, начинается с маленького количества ключевых слов и потом их увеличивает. То есть начать там с 3, с 5. Видишь, не расходуется бюджет, можно еще, а по ключевым словам хороший процент показов. Еще одно-два добавил, еще одно-два. То есть намного естественнее и лучше начинать с малого и расширять к большему, чем начать с кучи и потом ломать голову, как это все оптимизировать. Для этого начните с малого и расширяйте потихоньку. Так, при настройке рекламной кампании для клиента как лучше начинать сотрудничество? Озвучивать конкретную фиксированную сумму или называть процент от предполагаемых расходов на рекламную кампанию? Можете рассказать о своих лайфхаках? Смотрите, это зависит от клиента и от типа рекламы. Приведу несколько примеров. А, Значит, самый лучший пример. Когда у клиента бизнес построенный на быстром цикле сделки, то есть его клиенты очень быстро покупают, и он в аналитике очень, ну, буквально сразу видит, что вот я на рекламу потратил, вот моя прибыль. То самая лучшая модель оплаты, которая обычно удовлетворяет обе стороны, это процент от прибыли из рекламы. То есть в конце месяца считаем, там, $10 000 принесла реклама, из рекламы пришло людей, которые принесли в бизнес $10 000, а на рекламу потратили $2000. Вот 8000. И вот от этих 8000 какой-то процент, там, 5-10%, как договоритесь, зависит от бизнеса. Это самый лучший вариант. Второй вариант из распространенных – это за процент от бюджета. Когда вы оговариваете, например, от 10 до 20% от истрачиваемого бюджета на рекламу. А, Это имеет логику почему? Потому что обычно чем больше бюджет, тем больше работы. Больше бюджет, значит больше рекламных кампаний, значит больше работы по оптимизации, то есть больше работы. И обычно это имеет определенную логику. Единственное, что клиенты не любят обычно, не всегда любят эту модель, потому что у них создается чувство, что вы нарочно увеличиваете бюджет, чтобы увеличить м, свою прибыль. Вот. Поэтому тут нужны какие-то дополнительные KPI, что процент от бюджета, если цена лида или цена клиента или там реклама лежит в этом диапазоне, то есть если есть какой-то ключевой показатель эффективности. И последний вариант, когда, ну, скажем, например, может быть такое, что рекламных кампаний немного, там одна-две, например, YouTube то какой-нибудь, а бюджеты огромные. И клиент не хочет платить процент от бюджета, потому что работы не будет больше от того, что бюджет увеличивается. В таком случае можно договариваться. Например, при этом цикл сделки не быстрый и невозможно, или клиент не хочет считать чистую прибыль и с вами делиться. В таком случае можно говорить о фиксе, о каком-то конкретном, конкретной оговоренной сумме. Вот. Но, на мой взгляд, истина рождается в переговорах, когда просто беседуют люди и, ну, то есть множество профессиональных экспертов во всех отраслях. Ну, вот даже смотрите, юриспруденцию возьмем. Есть юристы, которые работают за фикс, они говорят, $500 подготовка дела, $300 каждое заседание суда и там еще какие-то. То есть у них четко фиксированы деньги. Есть юристы, которые говорят, а, процент от выигранного дела. То есть, если в деле компания выигрывает там, в хозяйственном суде там $100 000, юрист берет какие-то свои там 10-20%. Вот.
Все зависит от человеческих договоренностей, и что самое главное, вам комфортно на какой системе. Вам комфортно как кому-то, потому что, например, люди разные. Кому-то важно знать, что каждый месяц он получит фиксированную сумму денег, фиксированную договоренную сумму денег. Он себе в календарь там поставил эти платежи, запланировал, бюджет какой-то себе построил. Он знает, что он каждый месяц, пока работает с этим клиентом, получит ту сумму. Кому-то наоборот хочется больше, но вы же понимаете, процент, например, от прибыли — это такая палка о двух концах, потому что нет прибыли, нет гонорара. И, соответственно, если там первые несколько месяцев вы не вышли на прибыль, не оптимизировали рекламу, то вы ноль получите. Вот, то есть кому как комфортнее. Так, мгм. Віталій. Вітаю. Дякуємо за науку, поради і підтримку. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи підходить така тактика для нових проєктів, які ще ніколи не рекламувалися в веб-магазині? Звісно, бюджет обмежений, бо бізнес тільки розвивається. Запускаємо спочатку лише шопінг або Performance Max. Дивимось на результат, що взагалі продається. Після того налаштовуємо пошукові кампанії на товари категорії, які популярні, чи є якась краща стратегія. Дійсно, в умовах обмеженого бюджету це чудова стратегія. Я б ще більше рекомендував, якщо у вас асортимент більший, взяти якщо ви перший раз ви взагалі не розумієте, як воно буде працювати, візьміть там топ 10% товарів, створіть з них фіт і на них пустіть рекламу. Як обрати топ-10? По популярності, по маржинальності. Ви ж знаєте, і там, які у постачальників товари більше, які менше популярні. Спочатку з найкращих товарів, потім розширити на всі товари, потім дивитися, як воно працює, які товари вистрілюють, які категорії вистрілюють. На ці категорії далі пошуково. В ваших умовах чудова стратегія буде. Так, Ваган, добрый вечер. Вопрос такой. Если при планировке ключевых слов Google Ads там цена на клик ноль, э, это нормально или что-то неправильно я делаю? Это глюк Гугла, скорее всего. Ну, просто глюк. Он не знает эти цифры или он там показывает что-то э, непонятное. То есть, скорее всего, это любая система имеет свойство показывать искаженную информацию. Поэтому М, если данные другие есть, а в стоимости ноль стоит, ну, попробуйте слово ключевое изменить или через какое-то время посмотреть. То есть, скорее всего, просто глюк. Так, Марк. Имеется 2 проекта. Первый проект — организовывать семинары для врачей, причем исключительно для врачей. Присутствие сторонних людей неприемлемо. Может ли Google выбрать селективную аудиторию исключительно из людей, которые имеют отношение к медицине? Аудитории строятся не на факте, что человек работает. Ну, смотрите, в LinkedIn вы можете таргетироваться на место работы людей, на аудиторию, на должность, потому что в LinkedIn есть эта информация. В Гугле вы не можете таргетироваться только на медработников. Вы можете таргетироваться на людей, которые интересуются медициной или в целом находятся в поле зрения медицины. Какая другая стратегия может быть? Смотрите, по-хитрому поступить. Вы написали, у вас неприемлемо, чтобы было не врачи. Соответственно, перед заходом на сайт делаете выскакивающую такую штуку, поп-ап, который говорит только для врачей, подтвердите там, что вы врач. И просто кнопки «да», «нет». Я где-то видел, так делали в медицинской сфере. Да, нет. И дальше, если человек нажал «нет», то есть он не врач, вообще, чтобы, тег "Гугла" не включался. Чтобы Google видел только тех обратная связь, вот это фидбэк, то есть, чтобы, тег ремаркетинга "Гугла" видел только тех людей, которые ответили: "Да, я врач". Тогда он будет оптимизироваться на поиск похожих людей. Но опять же, это будут похожие люди, это не будут 100% врачи, это люди, похожие на тех, кто отвечали, что они врачи. Вот так вот будет. Иначе никак. Второй проект ведет корпоративный международный бизнес по переводам. Как с помощью Google выбрать именно корпоративных клиентов?
Ну, с одной стороны, есть, аудитории в "Гугле", там предприниматели, руководители компаний, средний бизнес, малый бизнес, большой бизнес. Но опять же, это аудитория, то есть это аудитория людей, проявлявших интересы в этой сфере. Но это не обязательно корпоративные клиенты, это не обязательно там руководители компании. Это просто люди, которые в целом этим интересуются. То есть, в принципе, в "Гугле" у нас нет возможности там вот прямо сказать: "Вот этим людям показывай, этим не показывай". Мы имеем с вами дело с неопределенностью. То есть на основании косвенных характеристик мы можем старгетироваться на этих людей. Например, мы можем создать специальный сегмент, из людей, посещавших сайты для корпоративных клиентов в этой сфере, например. Но вот прямо так, чтобы ты корпоративный, иди сюда, вот, ну, то есть тестировать, играть с аудиториями. Тестировать, играть с аудиториями, да. Так, окей. То все что ли? Вопросов Вопросы в форме закончились. Август, видимо, все отдыхают, да? Никто не этот, никто особо не работает. Все, если чей-то вопрос забыл из формы, напишите. Найду. Ну, вроде тут вот раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вопросов. Вроде бы все ответил. В чате смотрю. В чате вопросов тоже нет. Какой быстрый эфир. Обычно 1,5–2 часа, тут за 20 минут. Если вопросов нет, я так понял, все в отпусках и все отдыхают, развлекаются. Н Не до Google рекламы большинству в августе. Вот, давайте тогда минуту еще жду. Если в чате появляются вопросы, отвечаю. Если не появляется, до следующего будем с вами, до следующего до следующей среды. Так, есть вопросы, пишут. Пишите ваши вопросы. И лучше их писать во время, когда я рассказываю, чтобы вот этих вот потом у нас таких долгих жданий не возникало. Так, как в "Ютубе" выбрать аудитория, женщины и возраст? Вы когда создаете в менеджере аудитории аудиторию, в этой аудитории будет демографический таргетинг. В этом демографическом таргетинге вы снимаете мужчин, и в этом демографическом таргетинге вы снимаете галочки на всех, кто, ну, не ваш возраст. Там, точнее, там от до будет, там, например, от 25 до там, 54. Я выбираю в аудитории, но показывается всем подряд. Ну, смотрите, если вы, во-первых, напоминаю, что в Гугле мы имеем сейчас дело с сигналами аудитории в основном. То есть это рекомендация "Гуглу" не показывать людям, не показывать мужчинам и людям, и женщинам другого возраста. Это рекомендация. Это во-первых. То есть Google, в принципе, с высокой долей вероятности слушает. Ну, на моих проектах я вижу, что нормально. Если я задал определенный возраст, такому возрасту показывается. Но он может и то есть это не строгая команда Google, это рекомендация, во-первых. Во-вторых, Google определяет на основании этого девайса, информации в девайсе. Соответственно, если, дала устройство, женщина дала устройство, там, не знаю, ребенку, мужу, или с одного компьютера там вся семья с одного ноутбука сидит по очереди или с одного планшета, то будет показываться всем. То есть Google не умеет определять, кто сидит перед экраном. Google определяет, на кого зарегистрирован аккаунт Гугла, которым пользуются люди. Вот. Поэтому, то есть логика такая. В сигналах мы указываем рекомендации "Гуглу", кому пока, но обычно слушает. Странно, что показывает всем. Это странно.
Это странно. Обычно он, более-менее четко слушает. То есть просто вот имеем то, что имеем. Можем с помощью сигналов, ну, другого, смотрите, другого варианта, кроме как через сигналы, не существует. Это единственный вариант настройки Google Ads — указать возраст и пол. Так, хорошо, больше вопросов не появилось. Евгений, пилю проекты, слушаю вас, круто. Так, появился вопрос. Ага. Вопрос про динамическую вставку ключевых слов в заголовках объявлений. Что именно подставляется keyword, запрос, который пишет человек, или Google выберет что-то из моих ключевых слов? Подставляется ключевое слово, по которому был инициирован показ. То есть в момент, как работает железная голова Гугла? Человек что-то вводит, какой-то запрос, Google проверяет, есть ли у вас такие ключевые слова, и находит какое-то слово. О, вот это ключевое слово соответствует, можно этот запрос по этому ключевому слову показать. Так вот, в динамическую ставку подставится вот это ключевое слово, которое вызвало показ вашей рекламы по этому запросу. Ключевое слово будет подставлено. Именно ключевое слово. Это важно. Не запрос. То есть, если у вас ключевое слово, м, например, там в единичном числе, множественном или там падеж какой-то неправильный, то будет оно подставлено. Вот. Например, там, ну, гитары Киев, например, ключевое слово, да, то оно так и оно не подставит гитары в Киеве, если человек сказал гитары в Киеве. Оно подставит гитары Киев. Вот как ключевое слово написано, так и подставит. Так, окей. Все. Вопросов больше нету. Отлично. Тогда хорошего всем отдыха, заряжаться силами, энергией. И до встречи через 2 недели на следующем вебинаре. Всем пока.